Вы не представляете, сколько раз я пересобирался для съемки этого видео, потому что я как-то очень странно по отношению к себе чувствую себя в последнее время. Давайте об этом поговорим. Всем привет и добро пожаловать на новое видео. Первое, что я хочу сказать, это то, что я вижу, что некоторые новые лица к нам присоединились. Если вас не заставили подписаться на канал «Под дулом пистолета», то добро пожаловать. Но сегодня на календаре у нас 30 мая, и мы снова с вами находимся в конце месяца. Каким-то очень быстрым таким образом, где мы с вами просто разговариваем о том, что происходило в мае, что мы купили в мае, что такого интересного мы сделали. И, в принципе, как обычно с такими видео, я буду очень с огромным удовольствием ждать ваши изменения в этом месяце, что вы такого интересного сделали, чем занимались, что вы купили, на что деньги потратили, как все, в принципе, по-обычному. На протяжении нескольких последних недель я готовлюсь к экзаменам, потому что у меня заканчивается первый курс, первый год в универе. Я никогда в жизни так сильно не хотел отчислиться. Чего я от себя, наверное, вообще не ожидал, это то, что я реально сижу и готовлюсь. Буквально перед тем, как снимать это видео, я на протяжении, наверное, 4-5 часов сидел, ручку держал в руках, реально готовился к экзаменам. Первый экзамен у меня был 18 мая, это получается как раз-таки 2 недели назад. В понедельник у меня был экзамен по эстонской литературе. Я даже не знаю, какие слова выбрать, чтобы испытать все и рассказать вам все эмоции, которые испытывал по поводу этого экзамена, потому что когда ты готовишься к экзамену, у тебя есть какие-то ожидания, что типа он будет супер сложный или он наоборот будет супер легкий. И мое ожидание было в том, что экзамен будет как бы сложный, и мои ожидания оправдались. В подвалах своих ожиданий я надеялся, что он будет легкий. Но чем я по-настоящему горжусь, это, наверное, тем, что я реально к нему готовился. Я сидел, открыл эти 20 вопросов для повторения, которые преподы нам составили. Я сидел, я, наверное, весь день сидел, буквально в воскресенье, в понедельник был экзамен, а в воскресенье сидел, отвечал письменно на все эти вопросы в надежде хоть что-нибудь запомнить. И у меня это получилось, и у меня ожидание, что я этот экзамен сдал, по крайней мере, рассчитываю на количество баллов, которые просто проходимые, чтобы мне просто забыть про это все, и экзамен был по статусу сдан. И на этой неделе, получается, в понедельник у меня был экзамен по предмету критическое мышление. Я, наверное, даже не смогу описать, что это такое. В принципе, это учит критически мыслить в каких-то ситуациях, какое-то логическое мышление, дедукция, то есть вот эти вот все вещи. Сам по себе он довольно-таки интересный предмет, но он был очень тупо построен, и я бы не сказал, что он на самом деле очень хороший был в том, как его создали. Но экзамен выглядел таким образом, что у нас, получается, было 16 заданий, мы знали их с первого дня, то есть какие задания будут на экзамены, получается, мы тянули билет, и один из этих 16 билетов мы должны были как-то рассказать. Фишка в том была, что мы могли группой 20 страниц конспекта с собой взять, то есть мы просто ответили на все эти 16 заданий по одному А4 и взяли ответы с собой. Они нас даже по именам всех не знали, они просто всей группе поставили оценку А, и мы оттуда ушли. Классный предмет. Эти выходные я посвящаю 2 экзаменам, потому что у меня в среду они в один день происходят. Это физика, а точнее, по-моему, если я правильно помню, механика. И получается, я охренел, я до этого раньше этого не знал, и это действительно, я считаю, первый предмет, который более-менее сходится с профессией, на которой я учусь. Он реально полезный. То есть дидактика — это, получается, предмет, где нас обучать. Это реально интересно, даже не связано с профессией, это интересно с той стороны, что тебя обучают, как людям преподносить информацию. Мне для видео это тоже очень будет полезно, потому что у меня иногда с этим сложности. Тебя обучают какие-то более интерактивные методы использовать в преподносении как раз-таки этой информации, чтобы у людей действительно это откладывалось более длительно. Короче, реально интересно. Я сам в шоке. Последний экзамен у меня 8 числа, 8 июня, и после этого я могу просто успокоиться. Если честно, это был довольно-таки тяжелый период, вообще вся эта весна, весь этот семестр, потому что на протяжении всех этих 3-4 месяцев я рассматривал мысль отчислиться. Но сейчас уже это будет поздно, посмотрим, как пойдет второй год, насколько меня это все помотает. И так, если очень откровенно говорить, я очень надеюсь в глубине своей души, что я выдержу, что я не отчислюсь, даже если мне будет очень скучно, я просто сделаю это как ради спортивного интереса, чтобы у меня просто это было. Я все-таки с какой-то целью туда пошел, я хочу получить диплом, красивый диплом все еще. Не дай бог, они дизайн поменяют, когда я выпускаться буду. Поэтому давайте это сделаем. Мне даже будет стыдно, я себя еще мотивирую такой вещью, что мне будет стыдно приходить на YouTube на какой-то неделе и говорить: я отчислился. Мне кажется, тоже очень будет круто спустя 2 года посмотреть на все видео, которые я снимал, где я рассказывал что-то про универ, и
смотреть это с дипломом в руках. В мае также я столкнулся просто с огромнейшей дилеммой, с которой я уже второй год подряд сталкиваюсь, и если вы смотрели какие-то мои предыдущие видео, где я немного об этом говорил, то я пытаюсь в своем возрасте выглядеть молодо, как это более ухаживать за своей внешностью, чтобы не совсем состариться к 30 годам. Моя самая главная проблема в прошлом году, когда я вообще начал про эту тему что-то изучать, понимать, то я думал, что я все понял, все очень классно, и, короче, у меня огромная дилемма с SPF-ами. Как вы можете по моему лицу заметить, я не знаю, это видно на камере, но у меня по лбу видно, что у меня огромная проблема с прыщами. Я не могу выбрать SPF, от которого у меня просто все лицо не покрывается прыщами, потому что все, что я до этого пробовал, я даю этому 3-4 дня, и у меня сразу же на лбу появляется высыпание. Я не знаю, что с этим делать, поэтому если кто-то более умен в этой теме, я жду любых советов. Я перечитал весь интернет в поисках причины этой проблемы. Я понял, что самая главная такая проблема — это то, что люди не умеют смывать SPF. Я этому научился, я посмотрел кучу роликов, я его, в принципе, как бы по-своему правильно смываю. И вторая проблема — это то, что людям просто не подходят какие-то ингредиенты, но там, извините меня, список на 2 А4, и если все перепробовать, то можно обанкротиться. В мае попробовал 2 штуки. The Ordinary SPF 45, который они выпустили, по-моему, в прошлом году как раз-таки. В прошлом году я это пробовал не очень долго, потому что у меня возникла такая же проблема, у меня начало высыпать, и я очень быстро это все просто закончил. Если у кого-то хороший опыт был с этим, я вас от души поздравляю, у меня нет. И второе, которое я попробовал, это The Inky List SPF 30. Я не знаю, у меня с ним тоже ничего, хорошие отношения не сложились. И я узнал из этого мира, что, оказывается, существует 2 типа SPF, это химические и физические. Я решил, что мой последний будет ход, это попробовать какие-то физические SPF, это которые минеральные, их, по-моему, еще называют. Если они не подойдут, я сдаюсь. Я буду старым, у меня пускай кожа будет вся обгоревшая, я ничего просто на свое лицо больше наносить не буду. Я в таких видео еще обычно показываю, что я купил. Я понимаю, в прошлом месяце я сказал, что я потратил кучу денег, и как бы я довольно-таки много вещей купил и смог показать. В этом месяце я потратил кучу денег, но я ничего почти не купил. Единственное, что я могу вам показать в этом месяце, я прям горжусь этой находкой. Я очень долго хотел что-то подобное, потому что у меня огромная проблема с карманами. Летом ты снимаешь кучу слоев, и ты ходишь, в принципе, в рубашке, футболке, максимум в кофте. У меня очень много вещей, которые я должен таскать с собой. Карманы — это все либо не помещается, либо я напихаю в карманы столько вещей, что это выглядит просто странно. И я понял, что в этом году я хочу себе на лето заказать какую-то сумку через плечо, в которой я постоянно заглядывался, и мне просто никогда не нравилось, как они выглядят. И я на нее смотрел 2 месяца, прежде чем я все-таки решился ее купить. Как вы можете видеть, она размером с мою руку буквально. У меня туда все помещается, но как бы тесно. Поэтому мне нужно следить за тем, что я с собой таскаю, но она очень хорошо выглядит. Мне действительно нравится, как она выглядит, особенно с курткой, которую я на лето купил. Кайф. И меня хотя бы больше не беспокоит то, что мне в карманах нужно кучу вещей таскать с собой. В мае в нашей семье случилось пополнение. Если вы, опять же, смотрите меня хотя бы с этого года, вы видите, что на фоне... Просто не вижу их здесь, они как будто все спрятались. У меня дома рыбы, и рыбы принесли пополнение. Я вам покажу видео, которое я снял. Откуда они взялись? Я не знаю, я их просто выловил, я их каким-то образом заметил. Я их пересадил в более маленький аквариум, пока они не подрастут, чтобы вернуться домой. Также я недавно ходил в кино, спустя кучу лет, и я смотрел фильм «Дьявол носит Прада 2». Почему я вообще пошел? Потому что я читал кучу позитивных отзывов, что, в принципе, меня очень сильно удивило, потому что обычно ко всем сиквелам, к фильмам, особенно которые более какие-то части культуры стали. Обычно все такие отзывы очень негативные, я прочитал кучу позитивных отзывов, что меня очень удивило, что если интернет доволен, то как бы я точно оставлюсь доволен. Спойлерить я, если что, не буду, я просто скажу, что в принципе как фильм он хороший, но как сиквел он не очень сильный. Мне понравилось, наверное, больше в большинстве то, что они какое-то внимание уделили деталям из первого фильма, это было очень круто посмотреть, но прям какого-то огромного восхищения у меня это не возникло. От этого фильма огромного восхищения у меня как-то не возникло, я не знаю. Помимо этого, я также начал в этом месяце смотреть «Эйфорию», 3-й сезон. Первые 2 я смотрел как раз-таки, когда они вышли, кучу лет назад. По поводу «Эйфории» я вижу в интернете, как люди недовольны всей этой темой, что это абсолютно другой сериал, и в принципе, наверное, я согласен, но единственное, что я хотел, что я думаю всегда, когда я читаю какие-то комментарии об этом. 1-й и 2-й сезон, они более такие были, какие-то такие, знаете, воображаемые, что ли. Я не знаю, как выразиться, даже, типа, более такие мечтательные, что ли. 3-й сезон, он как-то более такой реальный, это как будто ты смотришь боевик про наркопритон. И, если честно, то, в принципе, я с движением этой линии более как-то согласен, потому что первые 2 части, они были все-таки в старшей школе, где все вот эти вот эмоции и
подростковые гормоны действительно играют огромную роль в том, как ты видишь мир, и потом, когда ты из этого уходишь, как, в принципе, в сериале происходит, что это спустя 5 лет, то ты как-то сталкиваешься с реальностью, а реальность не всегда такая красивая. Я не знаю, у меня какое-то такое мнение, впечатление сложилось в 3-м сезоне, но мне он нравится. И, в принципе, я сейчас посмотрел по своей галерее, по крайней мере, я больше ничего в мае не делал. И у меня, на самом деле, огромное время ушло на универ в этом месяце, поэтому на сегодня, я думаю, можем с вами заканчивать. Я буду очень благодарен, если я услышу ваши мысли в комментариях, и вы поставите палец вверху этого видео. И спасибо вам огромное за просмотр. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Хотел сказать, что на следующей неделе у нас будет реакция на новый альбом Оливии Родриго, но не будет. Через 2 недели мы послушаем с вами новый альбом, поэтому через 2 недели готовьтесь к реакции. На следующей неделе я еще ничего не придумал, поэтому пока.